Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим некоторые нюансы кормления свиноматок за несколько дней до опороса и в первые дни после него. Почему именно этот период очень важен в кормлении свиноматок? Особенно это очень важно для современных свиноматок с большой многоплодностью. Ведь когда рождается много поросят, то свиноматка должна получать максимальное количество питательных веществ, чтобы в первые сутки после опороса производить достаточное количество молозива для новорожденных поросят. Не буду вас убеждать в том, насколько это важно, чтобы новорожденный поросенок получил достаточное количество молозива в первые часы жизни. Понятно, что это позволит ему сформировать устойчивый колостральный иммунитет. Это первый и очень важный момент. Во-вторых, необходимо, чтобы у свиноматки перед опоросом были хорошие кондиции и достаточно энергии для самого опороса. Ведь если в последний период супоросности у свиноматок будет дефицит энергии и минеральных веществ, и в особенности кальция, то это тоже влечет за собой ряд проблем. Нарушается тонус мышц, опорос происходит более вяло, увеличится его продолжительность, некоторые плоды могут даже не выходить из родовых путей, и они так и замирают там. То, что свиноматке при опоросе необходима энергия, много энергии, то я здесь Америку тоже сильно не открываю. А в-третьих, что очень важно иметь в виду, что для последних дней супорности и первых дней после опороса кормление свиноматки ограничено. Именно в этот период, когда свиноматке требуется максимум питательных веществ, дачу корма ей значительно урезают. Причем в этот период меняют сам рацион свиноматки. Свиноматку переводят с менее питательного рациона на более питательный. Корм для супоросного периода с низкой питательностью и высоким содержанием клетчатки меняют на корм для лактирующего периода с высокой питательностью и низким содержанием клетчатки. А уменьшение клетчатки в рационе – это прямой путь к запорам, особенно у супоросных свиноматок. Свиноматку переводят на корм лактирующего периода в последние несколько дней перед опоросом. Норма кормления перед опоросом снижается. В день опороса вообще свиноматку лучше не кормить, чтобы избежать запора. В день опороса свиноматке дают только воду и болтушку. И на протяжении нескольких дней рацион доводят до максимальной нормы. Все как бы и правильно, но свиноматке-то все равно необходимо поступление большого количества энергии как для себя, так и для поросят. А рацион-то урезанный. Сейчас ситуация осложнена еще и тем, что современные свиноматки многоплодные существа. Поэтому лактация с момента опороса имеет самый главный приоритет. В этот момент и возникает недостаток поступления питательных веществ. И как результат наступает гипогликемия, то есть очень сильная нехватка глюкозы в крови. А раз так, то организм свиноматки все свои резервы бросает на то, чтобы устранить эту ситуацию. Сначала происходит мобилизация жировых резервов, а потом очередь доходит и до расщепления белков. Понятно, что не все белки организма при этом расщепляются, а лишь какая-то часть из них. Но все равно это плохо и это противоестественно. Белки – это не энергетический материал. Это больше пластический материал, который необходим для построения тканей организма. Белки – это всегда достаточно дефицитный компонент для организма. Поэтому если идет расщепление белков для обеспечения организма энергией, то это ведет к ослаблению мышц и снижению иммунитета у свиноматки. Расщепление белков в организме с целью получения энергии можно сравнить разве что со сжиганием высококлассной дорогой мебели с целью получения тепла. Сами понимаете, в каких случаях это делается. Скорее всего, тогда, когда это единственное спасение, чтобы выжить. Вот точно так же и с энергетическим расщеплением белков в организме. И последствия этого для организма, если не катастрофические, то достаточно очень серьезные. Я имею в виду только частичное расщепление белков. И если это происходит, то мы потом при родах можем наблюдать мертворожденных поросят, которым не хватило времени, чтобы родиться из-за того, что не хватило энергии. То есть они попросту не доехали к месту назначения, потому что все длилось долго и упорно. Эта ситуация также является одной из причин возникновения синдрома метрит, мастит, агалакии. Не буду сейчас останавливаться на этом синдроме, насколько это опасно. На эту тему у меня есть видео, но кратко напомню, что вреда этот синдром приносит очень много. И свиноматку надо лечить, а за один день это не лечится, то с поросятами понятно, что надо что-то делать. Ведь они же не будут ждать, пока свиноматку вылечат. Им же молоко надо. А раз так, то поросят приходится распихивать по другим гнездам. Одним словом, проблем из-за нехватки энергии в организме свиноматки возникает предостаточно. А ведь когда мы свиноматку переводим на рацион с большим количеством энергии, то наряду с увеличением питательности корма уменьшается потребление клетчатки. В
Все это увеличивает риски развития патогенной и грамотрицательной микрофлоры в организме свиноматок. Увеличивается количество случаев запора из-за уменьшения перистальтики желудочно-кишечного тракта. Запор, в свою очередь, может привести к более плачевным последствиям. Это и сужение родового канала, и увеличение процента мертворожденных поросят, длительных опоросов, а соответственно и медленному восстановлению свиноматки. При этом в организме свиноматки при резком переходе от супоросного корма к лактирующему наблюдается накопление эндотоксинов. То есть внутри организма происходит накопление ядовитых веществ, которые являются продуктами нарушенного обмена веществ. Эндотоксины, в свою очередь, могут подавлять высвобождение гормона пролактина и вызывать лактационную недостаточность, снижать выделение молозива и ухудшать молокоотдачу. Также вот эти недоокисленные продукты могут повышать оксидативный стресс, особенно во время опороса. Оксидативный стресс – это нарушение физиологического равновесия между окислением и восстановлением в пользу окисления. При этом в организме свиноматки образуется избыточное количество свободных радикалов. Механизм этого стресса достаточно сложный, но все это ведет к нарушению работы клеток, а значит к сбоям во всем организме. Результаты проявления этого стресса можно потом наочно увидеть в сарае. Также все это приводит к отравлению печени и истощению свиноматки. У коров эти процессы еще более ярко выражены. Кто имеет дело с коровами, то тот прекрасно понимает, о чем я сейчас говорю. Отрицательный энергетический баланс у коров – это обычное явление, и он приводит к гепатозам и кетозам. Гепатоз и кетоз у современных коров – это, можно сказать, профессиональные болезни. У людей насморк бывает реже, чем у коров кетоз и гепатоз. Для того, чтобы избежать разрушительного воздействия отрицательного энергетического баланса на корову, было разработано так называемое транзитное кормление. Это специальный режим кормления коров за 3 недели до отела и 3 недели после отела, чтобы корову подготовить к отелу, нормально ее раздоить и избежать проблем. Термин «транзитный период» уже давно известен в молочном животноводстве, а вот в свиноводстве этот термин применяется сравнительно недавно. Транзитной свиноматкой называют супоросную свиноматку за 5 дней до опороса и первые 5 дней лактации. И хотя переходный период от глубокого супоросного периода к ранней лактации является достаточно коротким, однако этот период, тем не менее, имеет большое значение для высокопроизводительных свиноматок. Именно в эти дни мы можем повлиять и на будущую лактацию, и создать все условия, чтобы кальциевый обмен был подготовлен к интенсивному молокообразованию сразу после опороса. Специальный корм для транзитного периода поможет частично решить ряд проблем у свиноматок, возникающих до и после опороса. Он должен быть адаптирован для переходного периода свиноматок и должен помогать плавно перейти от одного типа рациона на другой. Задача такого кормления еще также и в том, чтобы без стресса для свиноматки удовлетворить все ее быстро растущие потребности в питательных веществах. Корм для транзитного периода свиноматок готовится путем добавления в комбикорм специальных добавок. Если же нет возможности применить добавки, то частично эту проблему можно решить путем компоновки традиционных кормов, которые есть в хозяйстве, и обычных БМВД или премиксов. Но в любом случае надо всегда помнить об этом периоде. И необходимо максимально адаптировать корма к потребностям транзитного периода у свиноматки. Как все это делать? Мы обязательно рассмотрим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!